Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу для вас запечатлеть результат вот этих двух орхидей. Давайте изначально немножко расскажу, что с ними случилось. Данная орхидея, я оставляла ее себе. Это красавец Биглип, и вот так вот он у меня цвел. Изначально рос в мху. Потом, когда я уезжала летом 21 года в отпуск, за ними ухаживала моя свекровь. И, конечно же, случилась корневая гниль, потому что был неправильный полив. Все, я смотрю, замечаю, что внутри грунта корневой системы практически не осталось. В этом видео можете посмотреть, как я изначально в первый раз орхидею пересадила и оставила орхидею с воздушными корнями. То есть она у меня сейчас прошла полное обновление. Когда происходит именно такая ситуация, что те корни, которые были раньше и по причинам того, что они сгнивают, мы их полностью отрезаем. И остаются воздушные корни, дай бог, что они у нее были. Хорошо, что они у них наросли. Вот эти воздушные корни ни в коем случае нельзя орхидеям обрезать. Они им нужны, ну так скажем, на прозапас. А вдруг что-то случится с ними плохое? Конечно, функцию они еще дают орхидеям такую, что берут из воздуха питание для орхидеи. Но в основе, конечно, это корни те, которые живут внутри грунта. Все, корней не стало, и орхидея пошла в посадку полностью с воздушными корнями. Изначально у нее был активный и растущий цветонос. В той посадке вы можете посмотреть, что я его оставила эксперимента ради. И почему меня сподвигнуло вообще на пересадку эту орхидею? Как вы знаете, я не приверженец того, что в случае чего глаза выпучить, там все сразу ее пересаживать. Я изначально ждала и смотрела именно того момента, когда, ну как правильно сказать, чтобы вы меня тоже поняли в комментариях, не ругались. Когда я вижу, замечаю, что начинает теряться тургор, это, конечно, две причины. Либо с корневой системой что-то неладно, либо она просто засушенная. Но я посмотрела на корни, вижу, гниют. Ладно. И я еще жду того момента, вдруг там есть какой-то активный, нормальный растущий корень, и орхидея сможет благодаря ему жить и быть дальше, чтобы лишний раз мне ее оттуда не дергать. И лишний раз орхидеи не стоит пересаживать. Для них это является большим стрессом. Вам-то кажется, ну что там, взяла да пересадила, ну вот что. Нет, ребят, так, ну не стоит, я бы вам не советовала делать. Я часто слышу такое, что вот пересадила, один раз пересадила, второй раз, но ничего не помогает. У меня прям сердце кровью обливается. Для чего? Вот вы ее я, допустим, ее один раз пересадила, и этой пересадки орхидеи хватило. Все, эта орхидея у меня осталась с цветоносами растущими. В дальнейшем она бутоны продолжала наращивать. И вот прям уже сам бутончик не сегодня-завтра должен был раскрыться. И я смотрю, что ей плохо этой орхидеи. Конечно же, я все цветение убрала. В первую очередь, я всегда жалею орхидею. Я ни в коем случае не стараюсь, если вдруг орхидея заболела, оставить цветение. Ой, пусть цветет. И кто-то думает, что цветение – это показатель здоровой орхидеи. Нет, ребят. Орхидеи, знаете, их один момент и легко загубить, и в то же время они очень живучие растения. И ушла маленечко от темы-то. Как я увидела изначально, что вот листья тургор теряет, еще какое-то время понаблюдала и смотрю, что тургор еще больше теряется. И вот прям все, орхидея начинает уши, листья свешивать, и это для меня показатель к тому, что ее необходимо пересадить. И вот эта орхидея мне была отдана. Это орхидея от Таи. В этом видео можете посмотреть, как мне ее отдали, что я с ней сделала изначально. Пересадка самая первая у орхидеи была 19 августа 2021 года. Прошло 5 месяцев. Но мне, ребят, пришлось ее пересадить 2 раза. Потому что в первый раз, когда я ее пересадила, вообще была изначально закрытая система. Объем 3,5 горшка. Но на тот момент это не был большим объемом, потому что там была мощная такая корневая система, нормальная.
И я совершила такую ошибку, что часть вот этих верхних корней, как сказать, орхидея, ну вот если вот, предположим, такая корневая система, процентов 50 находилась именно в грунте раньше была, а 50% это вот все было лишь на поверхности. И я изначально орхидею усадила в влажный грунт. Конечно, так мне не стоило делать, и потом со временем я стала замечать, что корневая внутри грунта она начала портиться, я вижу. Я в горшочках проделала отверстие, чтобы не было заглухания, чтобы воздух оттуда побыстрее испарялся, влажность. И все равно замечаю по листикам, что орхидейке плохо. Вот хожу тоже за ней, смотрю, наблюдаю, вижу также, что корни есть местами нормальные, есть местами подгнившими. Но для меня это не показатель, именно к пересадке. Потом, когда листья плохеют, плохеют, и орхидеи с каждым разом все становится хуже, только тогда я ее во второй раз сюда пересадила. И сейчас с момента пересадки, даже, ну вот уже практически месяц прошел, 27 декабря я ее пересадила. Давайте же посмотрим, какие у нас на сегодняшний момент результаты. Изначально рассмотрим вот моего красавца биглипа. Пересадка у орхидеи была 2 месяца назад. Как ранее я сказала, полностью у орхидеи воздушные корни. Вот они все воздушные. И вот, ребят, только лишь недавно, буквально неделю назад, я стала замечать, что у орхидеи начался рост. Наконец-то. Вот именно эти долгожданные корешочки, воздушные корни начинают наращивать. Я их очень долго и с трепетом ждала. Также вижу, вот новый рост пошел. И от основания также растет новый корень. Замечаю, что листик новый также начинает проклевываться. Воздушные корни, их необходимо приучать к влаге, вообще приучать к воде. Ранее они никогда не видели воду, они не знают и не умеют работать в грунте. Для того, чтобы их заставить там работать и чтобы корневая начала расти, мы их постепенно приучаем к влажности, приучаем к воде. У этой орхидеи, вы не поверите, за 2 месяца ни разу не было полива методом погружения. Единственное, что я делала, это также проливала грунт, и ориентиром для полива у меня был мох. Вот сейчас я также вижу, что мох, он влажный, мне его, соответственно, поливать не нужно. Как только он сейчас будет сухой, только тогда я начну орхидейку поливать. Изначально при первой посадке я сюда мох не укладывала, а все лишь для того, чтобы мне не загноить корни, чтобы они имели способность дышать. Для чего мы мох укладываем? В первую очередь для того, чтобы он задерживал влагу внутри грунта. Ну и во-вторых, это как фильтрующий элемент. Допустим, все эти препараты, которые вы даете, изначально мох его пропускает и уже какую-то часть, не полную часть, а какую-то часть он отдает грунту. Сейчас я могу спокойно это, конечно, уже сделать. Мох сюда уложить, потому что у меня корни не гниют, они спокойно, нормально, и здесь корневая наращивается. Если бы я это сделала изначально при первой пересадки, то вероятность того, что воздушные корни начали бы у меня гнить, большая. Вот здесь есть цветоносики. Вот эти цветоносы, я их срезала. И их я постараюсь сейчас ни в коем случае не закрывать, потому что видите, что у этого цветоноса, что у другого есть отверстие. Если в это отверстие попадает вода, конечно, уходит потом в ствол и начнет гнить. Я их отрежу в будущем, но уже когда будет следующая пересадка. Аккуратненько я его сюда укладываю, чтобы мох не касался шеи. Мало того, что здесь у шеи есть еще чешуйка, которая не снята. Если вот в эту чешуйку попадает вода, она также провоцирует орхидею на гнилостные процессы. И мох он мне сейчас нужен лишь только для того, чтобы и вот эти корешочки поверхностные, которые здесь есть, они увлажнялись. И также, чтобы был у них рост. Вот так это будет выглядеть. Цветоносики не закрыты, чешуйки не закрыты. Только лишь напросто прикрыла здесь
корешочки. И, конечно, в адаптации их изначально мне помог вот данный препарат Привикур Energy. Я его сюда добавляла лишь только для того, чтобы у меня не пошел какой-либо гнилостный процесс, чтобы предотвратить в качестве профилактики. Конечно, можно брать и какие-то другие препараты, даже биологические препараты. Но я решила воспользоваться Привикуром, потому что знаю его работу и как он хорошо справляется со своей работой. Как только я замечаю, что никакого гнилостного процесса здесь внутри грунта нет, я стала использовать вот такой тоже, ребят, удивительный препарат Радифарм, который в наличии у меня тоже есть. Приобретайте, Почта России могу отправить. Чем он мне нравится? Здесь производитель так и пишет: активатор роста корневой системы, способствует быстрому преодолению стресса при пересадке растений. То есть это антистрессовый препарат. Его я добавляла в каждый, абсолютно в каждый полив. Методом пролива добавляла. Сейчас я вижу, что корневая система, пусть даже у меня и прошло 2 месяца с момента пересадки, но это, ребят, хороший результат. 2 месяца всего лишь. Сейчас я замечаю, что корешочки нарастают. Можно его добавлять дальше. Можно применять уже любые стимулирующие препараты. Это идет антистрессовый. Стресс у орхидеи уже прошел, и об этом нам говорит новый рост листа, новый рост корней. Удобрения я сейчас ни в коем случае не вношу. Я вношу всегда в любой ситуации ровно тогда, когда орхидея сама вздумает дать себе цветоносик. Только лишь потом. Ну и, конечно, бывают такие моменты, что у здоровой, абсолютно здоровой орхидеи с активной корневой я даю удобрения. Зимой лучше всего это делать раз в месяц. Летом, ну, максимум 2 раза в месяц. У меня где-то выходит раз в месяц, либо 2 раза в месяц, если уж использую удобрения, но только на растущую активную корневую систему. И давайте глянем на данную красотку, у которой даже месяца еще не прошло. Начинает у меня здесь расти. Вот, новый рост корня. Я изначально говорила о том, что это орхидея сильного сорта. Опять же, сорт я не знаю, но я предполагаю, что это, наверное, где-то, ну, что-то белое. Обычное, стандартное, мне кажется, должно быть. И тоже такое по орхидеям замечаю. Чем проще сорт у орхидей, тем они пышнее цветут, дольше цветут и быстрее адаптируются вообще к домашним условиям. Чем орхидея вреднее, дороже даже в покупке, и они и цветение дают там 2-4 цветочка, но и приспосабливаются очень и очень долго, вне зависимости от обычного сорта. Видите, листик также новый наращивается. Видно по орхидее, что она сама по себе уже взрослая, мощная. Хозяйка мне даже не сказала, как она будет цвести, потому что она сама забыла. И вот такой вот у меня прекрасный результат, который растет внутри грунта. И вот здесь корешочек, но его плохо видно, но видно, что он там внутри прорастает. И насчет ее корневой я вам буквально недавно показывала вот в этом видео и говорила о том, что ее корневая система под вопросом. То есть для меня она была, ну, не совсем стабильная. И корешочки вот этого непонятного цвета, то ли они будут гнить, то ли с ними будет все хорошо, но по истечению времени, по истечению месяца я замечаю, что все нормально, все хорошо. И могу себе спокойно сказать: Лена, успокойся. И насчет этой орхидеи не переживай. К ней я применяю уже абсолютно другой стимулирующий препарат, который я вам чуть позже расскажу и покажу. Сейчас я его тестирую. И результат он мне дает хороший. Сейчас продолжаю также тем препаратом орхидею стимулировать. Пусть она еще больше наращивает корневую систему. Как только увижу хороший рост корневой, только тогда я прекращаю стимуляцию. Возможно, начинаю давать ей удобрения. И вот этот листик, который изначально у меня также вызывал сомнения. И я говорила о том, что этот листик, скорее всего, начал погибать лишь только потому, что корневая система, которая его питала, она, ну, наверное, погибла. А смотрите, какая ситуация. Орхидея просто-напросто его сама решила засушить. Видите, вот я даже не трогаю.
Все, вот она его сушит, и в скором времени, возможно, это место, оно само по себе отвалится. Поэтому они способны и без нас заживлять свои раны. И также к этой орхидее буквально раза 2 или 3 методом пролива я давала обязательно привикур, потому что была нестабильная корневая система и была под вопросом. Сейчас, конечно, уже привикур его не использую, конечно, и заслуга в этом данного препарата, потому что он не просто фунгицид, он еще стимулятор роста для наращивания корневой системы. В итоге, что хочу сказать, что же послужило хорошей адаптацией вот у этих двух орхидей. Я в себе это привила, и также хочу среди вас, дорогих моих зрителей и подписчиков, то же самое привить. Самое важное, конечно, и главное для вас будет это не спешить и не торопиться, и лишний раз орхидеи не дергать. Я постоянно про это говорю. Вот я заметила, что корневая гниль, я же не стала ее сразу пересаживать. Также за этой орхидеей я наблюдала, ну не помню, может быть месяц или 2 я за ней наблюдала. И я видела, что да, вот плохеет, но я сразу ее оттуда не выдергивала. Ребят, вы поймите, что когда лишний раз вы ее будете дергать и совершать несколько пересадок, ну вот пересадили, да, вам не нравится и вам кажется, что орхидея здесь не будет расти и не будет жить, начинаете вновь пересаживать, вы совершаете огромные ошибки. Не трогайте вы лишний раз орхидею. Вы ее пересадили, вот этой орхидее понадобилось 2 месяца, чтобы дать свои первые корни. Представляете? Я имела возможность терпения. К ней, конечно, подходила, за ней наблюдала. И самым важным и главным фактором для меня было это то, что корневая система внутри грунта стабильная. Пусть даже корни воздушные, но они при этом не гниют. Они не портятся, да, они роста не дают, но это дело времени. Я, конечно, содержу свои орхидеи, вот эти больные изначально содержала вот на этом реанимационном окне. Освещение, дополнительная подсветка, она обязательно должна быть. Температурный режим 15-25 градусов плюсом обязательно должен быть. Если бы я изначально их содержала на холодных подоконниках, был бы, наверное, результат такой, что их корневая система мало того, что после болезни и находится в стрессе вообще сама орхидея в целом, плюс холодный подоконник, они бы начали подмерзать, и, конечно, орхидея начала бы еще больше болеть. Поэтому я их, такие больные, содержу на теплых подоконниках. Сейчас, когда я утеплила свои подоконники уже конкретно, все, у меня там хорошие градусы, температурные режимы, я их перенесла на изначально окна. Это у меня живет в зале, это у меня живет в кухне, так как было изначально. И, конечно же, правильные стимуляторы, правильные фунгициды. В первую очередь, всегда, когда я вижу корневую гниль, я орхидеи лечу любыми препаратами. Если у вашей орхидеи нет корневой гнили, и чтобы ее предотвратить, как вот с этой орхидеей, можно было бы давать обычные биологические препараты. Но я использую привикур, потому что знаю его свойства и как он работает. По отношению к этой орхидее действовала тоже так же. Сейчас я вижу, что все налаживается, теперь только лишь даю стимулирующие препараты. И, конечно, это полив. Ни в коем случае. Вам вот прям необходимо знать, вы не должны действовать так, что вот все орхидеи погружаем. Все орхидеи ставлю на мокрые пяточки. Все орхидеи пересаживаю в закрытую систему, либо что-то еще. То же самое, что у нас у людей. Все мы люди индивидуальны. Все мы своим характером, со своим нравом, с чем-то там еще. И также со своими болезнями, со своими бактериями, вирусами, там, не знаю, все прочее. И у орхидей то же самое. Мы не можем действовать однозначно ко всем одинаково. Нет. И это обязательно, ребята, к вам придет, но уже со временем и с опытом. К этим результатам я тоже приходила долго, но сейчас есть хорошие каналы, такой как мой канал, не хочу, конечно, хвастать, но так оно и есть. Я стараюсь вас научить и вам показать. Обязательно все рассказываю, поясняю, почему я сделала так, почему я сделала это. Вот если вы посмотрите все те пересадки, которые у орхидеи были, вот про эту вторую пересадку вы можете посмотреть вот в этом видео. Я там все рассказываю, почему я именно к этой орхидее начала действовать вот так. Сейчас я не буду все то же самое повторять и говорить.
Но хочу сказать вам единственное, имейте терпение. Терпение, как говорится, и труд все перетрут. Если бы по прошествии вот этого всего времени я замечала, что орхидеям плохо, им не нравится, даже вот прошло 2 месяца, прошел месяц, но им не становится от этого хорошо, у них корни дальше продолжают портиться, у них листья дальше продолжают терять тургор. Конечно, я бы начала уже, наверное, паниковать и уже прибегать к каким-то другим действиям. Как я ранее сказала, для меня звоночек это вот когда листья вот все уже, как уши спаниеля висят, они когда теряют сильно тургор, только тогда я начинаю пересаживать. А если тургор у листьев хороший, но не растет корневая, это не показатель к пересадке. Поэтому, ребят, лишний раз их не дергайте, лишний раз для них не создавайте стресс. Пересадка стресс. Даже переставила сейчас их на другие окна, это тоже для орхидеи стресс. Даю пока радифарм, ну, может быть, еще буквально неделю-две поподаю, а потом уже перестану. Эту орхидею и ту орхидею теперь уже я могу полностью погружать, потому что идет рост корневой системы. Это говорит о том, что ее воздушные корни приучились к грунту, и они знают и умеют и будут работать во влажной среде. Все, можно полноценно поливать. Думаю, что данное видео было для вас понятным, информативным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь в социальных сетях моими роликами. Всем всего самого доброго, всем пока!